привет. Сегодня у нас короткий расклад, чего он хочет от тебя, да, и его мысли вообще по этому поводу. Давайте в долгий ящик откладывать не будем. Те, кто зашли в проживание, вы умнички. И помните, что нужно прочитать все закрепленные сообщения. Итак, давайте начнем. Итак, первый вариант. Девятка мечей. Девятка чаклов, кубков. Тройка пентаклей. Рыцарь мечей. Тройка кубков. И пятерка мечей. Сегодня короткий расклад, да, только по фактам. Что сейчас между вами? Это для сигнификации, понимаешь? И вот поэтому камешков, кстати, нет. И между вами тучи на горизонте, так скажем, да? Где вот все кошмары, страхи, они мешают видеть, как говорится, ясное небо. Он чувствует, что между вами есть вот это напряжение. Как будто вот каждая ваша встреча, да, приносит новые страхи, новые сомнения, а нужно ли оно мне. Это, вот знаешь, это не то спокойствие, которое хотелось бы ему, да. Это, знаешь, это ощущение, что что-то не так идет, что ваши отношения, они балансируют. Причем на грани беспокойства, так скажем. Он ощущает, что вы оба как будто вот ходите по лезвию ножа, да, где каждый шаг может привести к падению в пропасть. И эта пропасть, она состоит из недопонимания, тревог и так далее. Страсть-то закончилась, а у вас, как говорится, столкнулись с бытом, да. Чего он хочет от тебя в данный момент? Он хочет, чтобы ты была его источником счастья, его личной лампочкой радости, где вот каждая минута с тобой это был бы глоток свежего воздуха. Он хочет, чтобы ты помогла ему забыть о вот этих всех ваших разногласиях и так далее, чтобы в твоем присутствии он мог чувствовать, что все будет хорошо. Он хочет, чтобы ты была его вот этим убежищем от всех тревог. Чтобы улыбку дарила, а не ссору. Понимаешь? Улыбку такую вот, которая заставляет его чувствовать себя вот на вершине прям мира. И его желание — это чтобы ты стала для него вот символом радости, понимаешь? Какие его истинные намерения по поводу тебя? Это создать с тобой что-то общее, да? Что-то стоящее, где вы оба будете вот как часть одной команды. Братаны, кореша, друзья, любимые и так далее. Он хочет, чтобы ваши отношения были не просто уси-пуси, да? Это был бы как вот совместный проект, где каждый кирпичик свой вкладывает, да, свой труд, свои идеи в создание вот этой связи. И он мечтает о том, чтобы вместе вы могли создавать вот этот, как сказать, свое будущее, общее будущее. А намерение его — это не просто вместе жить, да, а вместе творить, вместе работать над счастьем, вместе путешествовать. Понимаешь? Чтобы ваши отношения стали больше, чем просто отношения. Вот не знаю, как сказать, но нет, я не про семью ни в коем случае. Нет, я про духовную вашу связь. Он хочет видеть в тебе вот прям, как сказать, не просто женщину любимую, да, а, как сказать, свою императрицу, так скажем. Но сейчас, конечно, между вами вот это недопонимание, притирки, а что поделаешь? Все мы люди, все мы человеки, да. Как он видит ваши отношения в будущем?
видит как постоянное движение вперед, где каждый из вас не боится защищать свое мнение, да, там свои желания, высказывает это все. Он ваши отношения в будущем представляет, знаешь, как поле битвы, но не в плохом смысле, а как место, где вы оба можете быть сильными, где ваша связь, она крепнет, да, через преодоление этих ссор, разногласий, ругачек и так далее. Он хочет, чтобы вы были друзьями, лучшими друзьями, не только любовники, да, но и лучшие друзья, которые могут спорить, ругаться, сковородки друг друга вкидать, не друг в друга, а ты в него. Но когда всегда потом находит путь к согласию, где каждый из вас уважает силу друг друга, да, мнение другого. Понимаешь? Какие мысли его беспокоят по этому поводу? Его беспокоит мысль, что в этом стремлении к идеалу, да, к счастью, к вашему, он может себя потерять. Он боится, что его желание всегда быть победителем, всегда свою правоту доказывать, это может привести к потере того, что у вас уже есть. А сейчас, да, по первой карте, мы понимаем, что вы на такой грани. И он думает, знаешь, о том, что его стремление к контролю, к победе в этих спорах, это может тебя оттолкнуть. Это мысль о том, что его амбиции могут быть также и крахом ваших отношений. И это у него постоянно в голове крутится, и он находится в постоянном этом эмоциональном напряжении. Какие чувства он скрывает относительно тебя? Я уже сказала, карта подтвердила то, что он боится, скрывает что боится потерять тебя. Понимаешь? В этой игре, которая сейчас у вас идет, он боится тебя потерять. Понимаешь? Он прячет свою еще ревность, свою обиду, когда чувствует, что ты от него уходишь, да? Даже если это просто в его воображении, а не буквально. Его чувство — это, знаешь, смесь любви и страха, где он хочет видеть в тебе только хорошее, да, но боится, что его собственные недостатки, да, его страхи, они могут стать причиной разлуки. Он скрывает, что его сердце полно прям страха потерять то, что для него так важно, то есть тебя. Такой у нас сегодня короткий расклад. Давайте перейдем ко второму варианту. Туз жезлов, 6 мечей, башня, королева чалков, кубков, королева пентаклей и император. Сразу скажу, таун я читаю как тауэр. Но я английский не знаю, поэтому это башня. Но это и есть башня. Что сейчас между вами, мои юные двоечки? Искра. Искра, которая ждет, чтобы превратиться в огонь. Ты чувствуешь уже эту энергию, да, эту потенциальную силу, которая может сделать ваши отношения прям яркими. Но это все еще в зачаточном состоянии. Он ощущает, что между вами есть что-то такое новое, что-то обещающее, да, но это еще не разгорелось и не взлетело. Это начало чего-то большого там романа, отношений и так далее. Но пока вы оба стоите как на старте, да, ожидая, что когда же можно вступить в эту гонку, так скажем. Чего он хочет от тебя в данный момент? Он хочет, чтобы ты была его сообщницей в этой игре жизни, где иногда нужно действовать хитрожопо, да, чтобы добиться своего. Он жаждет, чтобы ты его поняла.
поняла вот его желание не всегда говорить тебе правду, а иногда идти обходными путями, чтобы достигнуть целей ваших совместных отношений. Понимаешь? Он хочет хитрожопо тебя добиться, другими словами. Хитроумно. Он хочет, чтобы ты поддержала, конечно же, его в этом стремлении. Потому что он напрямую не может действовать. Не все он тебе может рассказать, некоторые вещи тебя расстроят. И поэтому ему иногда нужно за кулисами действовать, чтобы вместе вы смогли, быть вместе. Какие его истинные намерения в отношении тебя? Понятно же. Сделать все так, чтобы все, что вы строили, оно не рухнуло в один момент. Он хочет, чтобы ваши отношения были стабильными, но он боится, что вот одна ошибка, одно вот это раскрытие того, что он скрывает, или там действие может все разрушить. Его намерение — это оградить вас от расставания. То есть он хочет такую связь, которая выдержит любые испытания. Все-таки башня. И он понимает, что иногда он может быть тем, кто разрушает эти отношения. Понимаешь? Я бы прочитал, что его истинное намерение — разрушить ваши отношения. Но это не так, мы смотрим же и на соседние карты. Как он ваши отношения видит в будущем? Будущее для него, ваше совместное, это как место, где ты будешь его эмоциональной поддержкой, опорой. То есть его тихим прибежищем, где он может быть уязвимым, открыться тебе, открыть себя для тебя. Он представляет, что ты станешь той, кто его чувства понимает, кто может заботиться о его этом, сердце, скажу, да. И он мечтает о том, чтобы в ваших отношениях было очень много тепла, этой уси-пуси, эмпатии, да, где каждый из вас понятый, любимый, и любимый даже в самые сложные моменты вашей жизни. Какие мысли его беспокоят по этому поводу? Мысль это, мысль это, что его желание это контролировать, управлять всем, да, это может подавить тебя. Сделать так, что ты почувствуешь себя в тени. И он думает о том, что его это стремление к порядку, да, к тому, чтобы все было по его, это может разрушить вашу связь. Сделать ее менее живой, скажем. Он боится, что его роль как лидера, она может быть воспринята как тирания, а не как защита и забота. То есть одень шапку — это не тирания, это забота. А ты немножко, любишь личные границы защищать чрезмерно. Какие чувства он скрывает относительно тебя? Скрывает, что хочет заботиться о тебе. Потому что ты о нем подумаешь как о слишком мягком человеке, да? Слишком женственным для его образа мужика. Он прячет свою потребность в твоей заботе, в том, чтобы ты была не просто женщина его, да, но и, его личная теплота, что ли. Вот так он хочет, понимаешь? Его чувство — это желание быть защищенным, да, быть тем, кому можно позволить себе быть слабым перед тобой. Но он боится, что это сделает его менее мужчиной в твоих глазах. Я не знаю, как это сказать, но ты меня поняла. То есть он скрывает, что в глубине души он нуждается тоже в этом, материнском заботливом прикосновении к нему, несмотря на его эту стальную внешность, так скажем.
Ну, по идее, все. Давайте перейдем к третьему варианту. Девятка жезлов, король кубков, шестерка кубков, десятка мечей, пятерка жезлов и четверка жезлов. Ну что, троечки, что сейчас между вами? Сейчас между вами стена. Стена, которую он построил, как сказать, чтобы ты его не ранила. Понимаешь? Он находится сейчас в состоянии, где вот он готовится к очередной битве, где каждое слово, каждое движение, каждый жест, каждый храп — это вот, как сказать, попытка удержать свою границу, не позволяя себе быть уязвимым. Почему каждый храп? Вот смотри, например, если вы уже вдвоем, как говорится, ночуете, да, то он, наверное, специально храпит, чтобы знать, кто здесь хозяин. И ваши отношения — это как осада у вас между друг другом, да? Где он защищает себя, да, свои чувства, но в этом есть и желание тебе довериться. Только он боится, что это может привести вот к очередному разочарованию, понимаешь? Что он хочет от тебя вот в данный момент? Чтобы ты была его спокойствием в этом шторме. Понимаешь, где он может опереться на тебя, где он хочет быть самим собой и не бояться от тебя, как сказать, вот этого осуждения, которое сейчас. Он прям хочет, чтобы ты стала его эмоциональной королевой, так скажем, да? Где его чувства, они будут в безопасности, где он откроет тебе свое сердце, не боясь то, что ты его опять оттолкнешь. Он хочет, чтобы ты была тем, кто вот понимает его чувства, кто может быть его лучшим другом, да, вот в этой эмоциональной игре, которая сейчас у вас идет, и где он боится проиграть. Какие его истинные намерения в отношении тебя? Он просто хочет вернуться к простоте. Он хочет вернуться вот к тем временам, когда все было легче с тобой. Когда чувства чистыми были, без всяких вот этих сложностей. Он хочет, чтобы ваши отношения, они были вот, как сказать, ну, как в детстве, да, где вот радость, счастье, усилий не требовали. И вот он хочет ваших отношений таких. Он мечтает о том, чтобы вы оба могли снова найти в себе вот эту легкость, да, вот эту невинность, которая в начале в самом была. Когда у вас была любовь без каких-то тревог и страхов. И он, конечно же, стремится к тому, чтобы вот ваши отношения были очищены вот от всех вот этих преград, которые сейчас, которое время, жизнь, ваши вот это все наставили между вами. Заборы я имею в виду. Как он видит ваши отношения в будущем? Ну, конец всех вот этих битв он хочет. Где каждый разговор не приводит к разочарованиям. Он хочет, чтобы впереди был вот мир, где вот ваши отношения на свет после тьмы похож был, понимаешь? Чтобы все вот эти страдания, боли, ссоры, ругательства и так далее остались позади. Он мечтает о спокойствии, о том, чтобы вот ваши отношения были освобождены от всех вот этих внутренних войн. Чтобы каждый из вас мог наконец-то вздохнуть свободно, да, и найти в друге вот эту свою тихую гавань, понимаешь? Ну, а какие мысли его беспокоят? Ну, что вот это все, то есть вот эти конфликты, споры, ссоры,
это не просто часть пути он боится, да, а вот то, что это знак, что вы несовместимы. Он думает о том, что его стремление вот к этому доказательству своей правоты, это может разрушить то, что у вас есть. То есть он боится вот то, что его нужда в этой борьбе, она может превратиться вот в бесконечную войну между вами, где каждый из вас просто устанет настолько, что найдет покой в одиночестве, а не вместе. Понимаешь? Какие чувства он скрывает относительно тебя? Ну, он скрывает чувство стабильности, которое он нашел в тебе. Ты для него вот как родной, вот отчий дом. Я не знаю, понимаешь ты такое или нет. То есть как свой родной дом, где он может быть собой, да? Там раздеться, как говорится, ходить, в чем мама родила. Он прячет, что в глубине души он видит в тебе ту, с кем вот можно создать вечно. Не просто семью, да, а вот вечно. Я не знаю, как другими словами сказать. Его чувство — это желание вернуться к тебе вот каждый раз после вашей ссоры, ругачки и так далее, вот как к источнику уюта. Понимаешь? Как к месту, где он может снова свою броню просто там забыть. И он скрывает, что в тебе он нашел вот это самое спокойствие, свою надежду на счастье он видит только в тебе. Но он боится это сказать, потому что в вашем мире конфликтов сейчас, да, он боится показаться тебе хрупким. Но он тебя любит, тут говорить нечего. Обязательно приходи в проживание арканов, прорабатывай это все, было бы желание. И все будет у тебя хорошо. И помни, что дед всегда рядом.